Приветствую! В эфире «Большой космос» – программа о самых интересных людях и событиях отечественной, а значит и мировой космонавтики. Ракета-носитель «Союз-СТБ» успешно стартовала с Гвианского космического центра. Разгонный блок «Фрегат М» вывел на орбиту очередную партию из 34 спутников OneWeb. Для компании OneWeb этот запуск, кстати, 13-й, выполненный с использованием российских ракет-носителей «Союз-2». Итак, сейчас на околоземной орбите находится уже 428 спутников связи OneWeb. Запуск космических аппаратов выполнен в рамках контракта главкосмоса с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace в кооперации с РКЦ «Прогресс», НПО «Лавочкина» и «Цинки». Приготовления к старту грузового корабля «Прогресс МС-19» завершаются на Байконуре. Плановая дата запуска — 15 февраля. Рабочая хроника космодрома в изложении журналистов Космического центра «Южный». — 254-я площадка. Монтажно-испытательный корпус Космического центра «Южный». Здесь готовят в космос корабли. Один из них, «Прогресс МС-19», отправится к МКС уже в будущий вторник. Он полностью загружен и заправлен. Сегодня на нем проводят завершающие операции. Космическая головная часть – тот своеобразный конструктор, который сегодня собирают на 254-й площадке. Транспортный грузовой корабль «Прогресс», уже установленный на переходный отсек, закрывают головным обтекателем. Головной обтекатель служит для того, чтобы предотвратить воздействие скоростного напора во время выведения космического аппарата на орбиту. Он потом сбрасывается через какое-то время, когда становится ненужным. Но это защитные функции. Космическая головная часть отправляется на 31-ю площадку, где состоится общая сборка с ракетой-носителем. Уже в выходные готовую ракету вывезут на стартовый комплекс. Параллельно на нескольких площадках ведутся работы по другим пусковым компаниям. На заправочной станции космодрома идет подготовка к следующему запуску по программе OneWeb. Разгонный блок «Фрегат» заправляют и готовят к интеграции с кластером космических аппаратов, который планируется отправить на орбиту в начале марта. А это 200-я площадка. Организовать эвакуацию на безопасное расстояние. Здесь проходят пожарно-тактические учения с подразделениями МЧС России. По легенде учений, в сооружении 6А произошло возгорание. Группа среагировала немедленно. Личный состав прибыл в расчетное время. Были спасены два условно пострадавших работника Роскосмоса. Цель учения достигнута. Условное возгорание успешно ликвидировано, а значит, группа готова к нештатным ситуациям. В преддверии нескольких запусков все подразделения в полной боеготовности. А сейчас в эфире специальный корреспондент «Большого космоса» Влад Миронов. Мы только что получили от него с Байконура эксклюзивный материал и тоже о космическом грузовике «Прогресс». Давайте смотреть. Если вы вдруг когда-нибудь окажетесь на 254-й площадке космодрома Байконур, точно не сможете не обратить внимания на цитату Сергея Королева на этой стене «Дорога к звездам открыта». Дорога открылась еще в 1957-м, а в эти дни здесь заканчиваются приготовления к отправке по ней очередного космического грузовика. Старт корабля «Прогресс МС-19» намечен на 15 февраля. И прямо сейчас мы можем наблюдать процесс подготовки к транспортировке космической головной части на общую сборку с ракетой-носителем. Для этого корабль перевели в горизонтальное положение. Мы видим, что прямо сейчас готовят к погрузке в специальный вагон и, собственно, к отправке на стартовый комплекс.
О том, что именно доставит к МКС 80-я миссия снабжения, нам прямо сейчас расскажет заместитель технического руководителя Олег Вячеславович Бураков. Олег Вячеславович, здравствуйте. Что же там находится в «Прогрессе»? Добрый день. В «Прогрессе» мы загрузили 2,5 тонны грузов. Вот. Это питьевая вода для нужд станции, топливо для объединенной двигательной установки и примерно 1,5 тонны сухих грузов. В основном это оборудование для проведения научных экспериментов на борту МКС. Это одежда для экипажа, это продукты питания различные. Ну и Какие-то подарки запланированы космонавтам? пускай это будет сюрпризом для космонавтов. Ну, конечно, мы на каждом корабле привозим им какие-то предметы личного предпочтения. Это, допустим, подарки от семьи, от близких, от друзей. Потому что, когда находишься полгода в космосе, это очень приятно, что тебя ждут, помнят и любят на Земле. Что ж, надеюсь, космонавты отряда Роскосмоса прямо сейчас нас не смотрят, чтобы для них это было сюрпризом. А я напомню о том, что запуск космического корабля «Прогресс» МС-19 запланирован на 15 февраля. Роскосмос ТВ будет транслировать его в прямом эфире, а мы прямо отсюда, с Байконура, наблюдать за всем, что происходит на космодроме. Не пропустите. Современный радиолокатор «Касатка-Р». Он создается для всепогодного космического комплекса зондирования Земли нового поколения «Обзор-Р» показали генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину в НИИ точных приборов. Специальный корреспондент Роскосмос Медиа и Большого космоса Сергей Тюрин пришел к нам в студию, а все потому, что он все это видел собственными глазами. Сергей, приветствую. Что, собственно, Николай, представляет из себя эта замечательная «Касатка»? «Касатка» прекрасна при первом ознакомлении с ней. Нам действительно многое рассказали и показали. В первую очередь мы искренне и глубоко попытались разобраться, что же такое радиолокация, интерферометрия и все остальные технологии, которые включены в состав этого космического радиолокатора. Ну а что касается «Касатки», Да, кстати, какому представителю, так сказать, фауны это она живность, обязана? но не та, которая ассоциируется на первый взгляд. На самом деле это не морской, То есть не морской млекопитающее хищник? хищное. Нет, это ласточка. Это ласточка, которая всем знакома, которая из отряда семейства воробьиных. Как это прекрасно и поэтично. которая- Ласточка, которая взмоет буквально на орбиту. Действительно так. Сергей Тюрин, автор сюжета, который мы сейчас с вами будем смотреть. Это специальный репортаж о новых технологиях, которые эффективно осваивают на предприятиях госкорпорации Роскосмос. Смотрим. Сейчас вот в данном бэк это безоховая камера, мы находимся в безоховой камере. Она поглощает все переотражения, то есть все эксперименты, которые я провожу здесь, наружу ничего не выходит, я не мешаю ни другим, и ни себе не мешаю, и мне не мешает никто. Сотовый телефон здесь тоже не работает. В бэке сейчас находится два образца. Это отработочный образец, тот, который мы в процессе испытаний будем всячески мучить. Мы будем его нагревать, будем охлаждать, и часть из этого уже проведено. И он сейчас стоит здесь, отдыхает. А с другой стороны, камера тепла и холода, в которой расположен поставочный образец. Локатор экспериментальный, и в него в ТЗ заложили огромное количество задач. То есть это МЧС, это мониторинг чрезвычайных ситуаций, пожара, наводнения. Это Минсельхоз, это вегетация, это созревание, это вообще просто урожайность. Северный морской путь. Да, то есть, не в один виток, конечно. Интерферометрия, то есть это режим, когда мы, обрабатывая снимки виток за витком, проходя, измеряем характеристики снимков этих самых не на уровне качества одного снимка, а в разы лучше. То есть я могу уловить какие-то сантиметры изменения поверхности. То есть когда проседает, у «Газпрома» он выкачивает нефтяную линзу, да, и вот у него вышки с одной стороны сильнее выкачивают, с другой слабее. И то, что под землей, начинает грунт крениться. Это кастровые провалы, это плохо. Важно, что «Касатка» сама по себе, локатор такого класса, это измерительный прибор, по сути. И его данные сами по себе не так важны, как обработка. То есть, не то, что не так важно, их недостаточно, чтобы получить продукт сразу. Обработка — это огромный пласт. Радиолокатор нового поколения «Касатка» НИИ ТП РКС создает как часть аппаратуры наблюдения спутника «Обзор-Р», которая разрабатывают в Самарском ракетно-космическом центре «Прогресс». В январе там состоялась итоговая пресс-конференция генерального директора Дмитрия Баранова. Мы расспросили его о новых возможностях обработки данных с орбиты. Дмитрий Александрович, есть радиолокационный космический аппарат «Обзор», в котором вы работаете с невероятным разрешением. Нас интересует именно подход к работе с чрезвычайными ситуациями. Вот какими основными чертами, по-вашему, должны обладать космические сервисы для того, чтобы
наши спасатели, им удобно было с ними работать. Для спасателей нужна периодичность обзора. То есть, чтобы не один аппарат летал над страной, а чтобы их было несколько, и они с периодичностью несколько часов могли гарантированно проходить над любой точкой. Они же двигаются относительно Земли. То есть, если он улетел, на его место должен был полететь другой и так далее. Здесь комплекс такой экономики и техники. Но теоретически, да, если над вами летит хороший космический аппарат, если вы заведете хороший костер, он вас увидит. Работы над аналогичными радиолокаторами ведутся в Европе, Канаде, США и других странах, а разработка проекта «Касатка-Р» в России показывает, космическая отрасль страны уже овладела компетенциями в изготовлении этого уникального радиолокатора космического базирования. В разных режимах мы можем обеспечивать как широкий захват, обзорный режим. Для этого обычно делают отдельные локаторы. Так мы можем делать и прожекторный режим, то есть это малые размеры пятна с высоким разрешением, меньше метра разрешения. Да? Поэтому спектр задач из-за того, что у нас так много режимов, он очень широк. Практически почти все задачи, те, которые сейчас на разные локаторы возлагаются, они все в одном здесь сделаны. Награду Роскосмоса за работу в области интеллектуальной деятельности получила компания информационной спутниковой системы имени академика Решетнева. Специалисты управления информационного обеспечения этого предприятия отмечены за выстраивание эффективного взаимодействия в рамках сложных проектов. Генеральный директор информационных спутниковых систем Николай Тистоедов с комментарием об итогах года минувшего и планах на наступивший прямо сейчас в большом космосе. Для разных заказчиков. Конечно, в первую очередь работаем для государственного заказчика и готовим перспективную систему «Луч». 3 аппарата этой серии уже работают в течение 10 лет. Продолжаем выпускать спутники «Гонец», которые обеспечивают глобальное покрытие земного шара и, соответственно, интернет вещей по всему земному шару. И продолжаем работать и над аппаратами серии «Экспресс-1000». Например, в следующем году мы планируем запустить спутник по заказу Республики Ангола. Мы выполнили основные итоги года, и в течение этого года мы создали 7 спутников, но запускаем только 2. Это потому, что орбитальная группировка, созданная нами и на геостационарной орбите, и на высоком эллипсе, и низкоорбитальные, но если, конечно, система ГЛОНАСС настолько надежная, что весь год все аппараты отработали без сбоев, а мы сейчас уже запускаем по оперативной необходимости. Поэтому созданные в этом году 7 спутников, 5 становятся на наземное хранение, а 2 мы запускаем с вами сегодня. Время международных новостей в большом космосе. И в студии Александр Баулин, научный журналист, наш коллега, главный редактор экспертного издания о космосе «Про космос». Саша, приветствую. Здравствуйте, Николай. Угадай, о ком я хочу тебя спросить в первую очередь сегодня. Про НАСА, про китайцев. Илон Маск. Почти угадал. Я думаю, что компания SpaceX теперь долго будет икаться. 3 февраля был запуск спутников Starlink, все шло как обычно, но 9 февраля компания призналась, что 40 из 49 спутников придется свести с орбиты. В принципе, это всего 1 из 40 запусков и допустимая погрешность, но странно, что они объяснили сход спутников с орбиты магнитной бурей. Которая на самом деле... Была, но самая слабая. Слабая. И они не первый раз запускают спутники во время магнитной бури. Ну, если самые слабые пропускать, то ты просто мы ничего не выведем в космос. Странная история, следим за развитием, продолжай. Очень интересно. НАСА выбрала Lockheed Martin для создания ракеты, которая с Марса доставит грунт на Землю. Это будет впервые. И случится где-то в начале, в середине 2030-х годов. Для этого ее, конечно... Есть шанс дожить. Я очень надеюсь. Для этого ее надо доставить туда. Европейский марсоход перегрузит с американского Perseverance грунт на ракету. И впервые ракета доставит грунт с планеты. Надо будет преодолеть притяжение планеты целой и еще атмосферу. Интересный опыт. Грандиозный проект. Ну, тоже будем наблюдать за развитием событий. Давай дальше. SpaceX?
Ну, Они провели договорились, презентацию Starship, а SpaceX провела презентацию Starship. Данных маловато, я все жду какие-нибудь там грузоподъемность, какие-нибудь особенные вещи. Обещают прототип запустить либо в следующем месяце, если FAA разрешит это делать с Бока-Чика, либо, говорят, придется ехать в Канаверал, там строить инфраструктуру, это еще 6-8 месяцев. Вот. Спасибо, Саш. Все понятно. Подробности, До как всегда, встречи. можно прочесть в «Про Космос». Когда солидные взрослые показывают детям, как устроен космический корабль, отечественный корабль, это значит, Роскосмос действительно то самое место, где сбываются мечты. О космической елке желаний. Анна Шенцева. Когда ты мечтаешь, мечта всегда сбудется. Знакомьтесь, это Влад, и он мечтает стать космонавтом. Поэтому в проекте «Елка желаний», который исполняет детские мечты, загадал познакомиться с космонавтами и побывать в центре их подготовки – ЦПК. Компанию Владу составили еще 2 любителя космоса – Леша и Миша. Когда он еще был маленький, он говорил, как бы побывать именно там, где встретиться с космонавтом, побывать в ракете, в капсуле. Мы понимали, что это невозможно, это нереально. Каждый день на протяжении, наверное, уже лет 4 я читаю ему сказки про космос. И его заметное желание попасть на корабль, в космос, ощутить эту невесомость, да, и поесть космической еды из тюбика. Ребятам показали центрифугу, тренажеры корабля «Союз» и российского сегмента МКС, где космонавты готовятся к работе. Слушать экскурсию участникам «Елки желаний» было интересно, но, разумеется, еще интереснее ощутить себя путешественником из космоса. В спускаемой капсуле юный экипаж провел минут 20. Ты пришелец или ты землянин? Полет прошел нормально. Можно было даже переместиться в прошлое. Космонавт, герой России Салижан Шарипов пригласил гостей в макет станции «Мир», рассказал о жизни на борту и даже дал понажимать на все, что захочется. Настоящий ажиотаж вызвали скафандры, с которыми все решили обняться на удачу, и космическая еда. Мы вот сюда подключаем, набираем воду, у нас получается гороховый суп. Без подарков ребята тоже не остались. На память им вручили пакеты с сувенирами, в том числе с заветным космическим питанием и крутыми куртками, чтобы не мерзнуть на Восточном или на Байконуре, если ребята захотят пойти дальше и принять участие в молодежных программах Роскосмоса. Мы реализуем ряд образовательных программ, есть образовательные смены космические, где все желания и, собственно, обучение ребят, оно постоянно воплощается. Поездки на Байконур, на Восточный тоже проходят регулярно. Корпоративная академия Роскосмоса приступает к реализации уникального образовательного курса. Он рассчитан на лидеров основных технологических направлений. Подробнее об этом говорим с уважаемым экспертом Алексей Александрович Романов, советник генерального директора АО «СНИИМАШ», профессор МФТИ, легендарного МФТИ, доктор технических наук, академик Международной академии астронавтики, автор 19 научных монографий и 7 изобретений, более 240 научных докладов и статей, собственно, автор курса «Повышение квалификации. Основы системного инжиниринга» и преподаватель этого курса. Алексей Александрович, приветствую и спасибо, что пришли. Первый резонный вопрос. Что это, собственно, такое системный инжиниринг? Понятие «системный инжиниринг» вообще-то состоит из 2 иностранных слов. Слово «система», которое имеет основу из греческого языка, и означает сочетание, объединенное вместе. И инжиниринг, что в переводе с английского языка означает проектировать, задумывать, изобретать и все остальное. Поэтому, если совсем просто, то системный инжиниринг – это разработка сложных технических изделий, а космические системы, безусловно, сложные технические изделия, с позицией рассмотрения системы как единого целого, начиная от замысла и завершая его
утилизации. В обиходе принято понимать, что системный инжиниринг – это техническое руководство разработкой и созданием изделия. Постоянно повышающаяся сложность создаваемых технических систем, она ставит перед разработчиками новые вызовы. Требуется делать все это быстрее, по возможности дешевле, но не в ущерб качеству. И вот в данном случае объединение в единое целое таких понятий и направлений, как технические процессы, методы и средства проектирования и трудовые ресурсы, это и есть тот самый вызов, на удовлетворение которого работает изучение системного инжиниринга. Для нас, как для отрасли, вот овладение этими знаниями на сегодняшней основе – это уже веление времени. Алексей Александрович, спасибо. Тогда продолжаем. Ну, собственно, содержание курса. Основные направления, уникальность, обновляемость, ну и все, что вы считаете необходимым, собственно, по этому поводу сказать. Мы договорились, что на первом этапе, поскольку у нас сейчас первый этап отраслевого освоения этой дисциплины, мы позанимаемся именно основами системного инжиниринга, где дадим слушателям возможность понять, как полученные знания они могут непосредственно сегодня использовать в практике своей деятельности. И в этом смысле мы выбрали 10 основных тем курса. Соответственно, это будет 10 лекций, поэтому мы его и назвали «Основы системного инжиниринга». Если мы будем успешны, то на следующем этапе можно будет посмотреть и на расширение этого курса уже в профессиональное освоение, ну, вплоть до деталей. И вместе с этим можно будет подумать и о том, чтобы сделать некоторый адаптированный, облегченный, если угодно, вариант для вспомогательного персонала наших предприятий, чтобы люди реально понимали, в каком процессе они принимают участие. Теперь, что касается непосредственно содержания, или как у вас это принято называть, контента этого курса, те 10 лекций, о которых я сказал, они включают в себя все основные разделы так называемого классического системного инжиниринга. Кстати говоря, системный инжиниринг, ну я понимаю, что это модное название, а вообще-то у нас в стране с первых дней основания космической деятельности было замечательное понятие, называлось оно «системная разработка». И вот в этом смысле, безусловно, это синонимы, и можно смело использовать и это. Ну, мода времени, если угодно, она вот нас подвигла в этом направлении. Итак, 3 столпа системного инжиниринга. Первое – анализ требований к системе. Второе – функциональный анализ, то есть какие непосредственно действия система должна выполнять. И, наконец, третье – это синтез системы, то есть выбор технических решений, позволяющих реализовать 2 вышеуказанные ипостаси для удовлетворения нужд конкретного потребителя. Первый большой блок на жизненном цикле создания изделия – это концептуальное проектирование, то есть от идеи до конкретного предложения, а что мы, собственно, собираемся делать. Второе – это блок детального проектирования, ну, на нашем языке эскизное проектирование, когда выбранные технические решения превращаются уже в конкретный облик конкретного изделия, которое будет реализовано на практике. Ну и в завершающей части некоторые аспекты, они, безусловно, немаловажные, потому что космическая техника, в отличие от любых других сложных технических систем, она имеет одну очень важную специфику. Она должна работать вне Земли, и если на Земле возникающие ошибки, недоработки можно поправить, исправить достаточно легко, то в нашем случае это тоже возможно в некоторых вариантах, но далеко
нелегко и далеко не всегда. Поэтому есть такой раздел, как сертификация изделия, уже созданного. Ну, есть два иностранных термина: верификация и валидация. И вот именно этим аспектам системного инжиниринга мы тоже посвятим время, объясним роль и значимость этих процессов, и на самом деле в том числе еще и изучим конкретные мероприятия, позволяющие обеспечить заданное качество изделия. Курс рассчитан на очень широкую аудиторию. Причем, если первая часть – это разработчики в первую очередь космической техники, которые непосредственно занимаются разработкой сложных технических изделий. Во второй части это менеджеры всех уровней. И на самом деле есть еще и третья часть. Это люди, которые должны обеспечивать использование этой техники, то есть тех результатов, которые получены на практике, чтобы был реализован, ну вот сегодня есть такой девиз, принято считать, что космическая деятельность и космическая индустрия мировая переходит в этап так называемый «Космос 4.0», означающий, что от отдельных экспериментов, от отдельных совместных проектов космическая деятельность переходит в новую для себя область — космос для каждого конкретного человека. И вот в этой связи то, что мы изучаем, это, безусловно, составной элемент этой очень сложной проблемы. Сегодняшняя жизнь, и системный инжиниринг этому очень способствует, она направлена на то, чтобы люди разных направлений деятельности начинали заниматься проектированием совместно. По разного рода оценкам считается, что использование методов, средств, принципов, инструментария системного инжиниринга позволяет до 10 раз повысить производительность труда разработчиков, увеличить количество выполняемых работ, ну тоже в несколько раз, скажем так. Такого сорта вещи, они приводят к новому качеству разработки, в том числе и потому, что наши специалисты, работая сообща, получают возможность повысить эффективность разработки. И вот это мы надеемся, что мы и сможем в рамках проведения нашего образовательного курса привить нашим слушателям. Наша задача не сделать из каждого слушателя отдельного системного инженера. Наша как раз задача в том, чтобы научить каждого слушателя тому, как полученные знания можно применить в его непосредственной повседневной деятельности. Алексей Александрович, спасибо огромное. Это большой космос. Мы продолжаем. Человек астрономических познаний об астрономии пришел к нам в студию Николай Вдовин. Добрый день. Приветствую. Давай об астрофотографиях. Давно их не было. Рассказывай. Да, сегодня мы подобрали несколько астрофотографий. Первая — это галактика Зонтик NGC 4651. Она сделана совместной командой Канада-Франко-Гавайского телескопа. Ох, как экзотично, да. Вот протяженность Зонтик — это не что иное, как другая галактика, которая раздавлена силой гравитации другой, вот, которая в центре 4651. Так взаимодействуют. Да, да, и протяженность вот этой трости 100 тысяч световых лет, но идем дальше. Да, идем дальше. До Зонтика 50 миллионов световых лет. Это редкая симбиотическая звезда Р-Водолея называется. Это, в общем, две сталкивающиеся звезды. Одна перетекает... Кстати, видно, что они так тоже... Да, можно увидеть, что... В плотном контакте друг с другом. Одна забирает энергию другой звезды, из-за этого происходят взрывы, и вот эта сложная структура появляется. В общем, до этой системы 710 световых лет, поэтому до нас она не достанет, и все
Хорошо. Все пойдет хорошо. Ну и третья фотография. Ну и третья фотография — это Антон Комлев, такой известный уже российский астрофотограф, стражи побережья. Антон сделал это где-то в Приморье, мне кажется. Приморье, да, на острове Шкота, если я не ошибаюсь, да, скалы острова Шкота. В центре Что сфотографировал, да. Ну, это созвездие Тельца, его сейчас очень хорошо видно. Вверху можно увидеть такой маленький ковшик. Это синие, самые яркие молодые звезды, которые можно увидеть просто глазами, без бинокля, без всего. Это Плеяды. Ну и в центре красиво. Альдебаран, звезда, главная звезда красиво. Тельца. Что сегодня в обзоре объекты Вселенной? Ну, сегодня экстремальная галактика из каталога Колдуэлла. Отлично. Давайте смотреть объекты Вселенной в большом космосе. Колдуэлла 53. Галактика в созвездии Секстанта. Эта, на первый взгляд, ничем не примечательная галактика классифицируется как так называемая линзовидная, поскольку она содержит диск и центральную выпуклость звезд, но не имеет обнаруживаемой спиральной структуры. Колдуэлла 53 находится на расстоянии 32 миллионов световых лет от нас. В ее центре наблюдается сверхмассивная черная дыра, которая поглощает разогретый газ. По мере того, как газ течет к черной дыре, он сжимается и становится еще горячее. На расстоянии 700 световых лет от этой сверхмассивной черной дыры окружающий газ нагревается до очень высоких температур. Звездные системы, которые находятся рядом с этой областью, разрушаются от течения горячего газа. Вычисления позволили определить массу черной дыры. Она оказалась равной 2 миллиардам массам нашего Солнца. Изучая горячий газ на разных расстояниях от черной дыры, астрономы обнаружили критический порог, когда в движении газа сначала начинает преобладать гравитация сверхмассивной черной дыры, а затем он падает внутрь. Расстояние от черной дыры, на котором это происходит, известно как радиус Бонди. Колдуэлла 53 является ближайшей к Земле черной дырой с массой в миллиард масс нашего Солнца. Предприятия Роскосмоса в феврале произвели почти 200 тонн кислорода для помощи в борьбе с COVID-19. Госкорпорация запускает ракеты к звездам и помогает людям на Земле. Спасибо, что были с нами. Увидимся в большом космосе.